So, but shortly story from my side. Но на сегодняшний момент расскажу вам короткую историю со своей стороны. Because I know everybody want to go outside and work. Потому что я знаю, что все хотят выйти сейчас из Зума и начать работать. So I'm 35 years old. Мне 35 лет. I'm born in a countryside, in a village, small village. Я родился в маленькой деревне, In a humble family. в спокойной, простой семье. But the most important thing is that we had always food on the table and the values was right. Но самое важное, у нас всегда была еда на столе и правильные ценности в семье. So we was never traveled with our family because first of all we didn't have the possibility, and the second, my family was always working every day. И мы никогда не путешествовали вместе с семьей просто потому, что у нас не было возможности и просто потому, что семья должна работать была каждый день. But the most important, everybody was loving everybody, so. Но самое важное, что мы любили друг друга все. This is the key. Это самый важный ключ. The last 8 years now, I have been involved in Lyconet. Последние 8 лет я в Lyconet'е. I have put all my focus, all my energy on it. Вся моя энергия и весь фокус в Lyconet'е. And before that, I was 8 years in a classical business. И до этого я был 8 лет в классическом бизнесе. And before that, I was also trying, this daily job, let's say. А до моей бизнес-активности я просто пытался работать. But I saw that I'm not able to achieve my goals on a daily job. Но я видел, что ежедневной работой я никогда не достигну своих целей. So that's why I chosen to be an entrepreneur. Поэтому я решил стать предпринимателем. And of course, the first couple of years, it was fun for me. И, конечно, первые года моей активности было достаточно весело. Because I didn't know what means, to be an entrepreneur. Потому что я не знал, что такое быть предпринимателем. Because I was thinking, that when you are an entrepreneur, then you will be rich. Потому что мне казалось, что если ты предприниматель, ты автоматически богат. But actually, after a couple of years, I realized or understand that to be an entrepreneur means that you fight end of your life. Но потом я осознал через несколько лет, что предприниматель — это значит бороться до конца своих дней ежедневно за свои цели. But I knew that I don't want to fight end of my life. Но я знала, что я не хочу бороться до конца своей жизни таким образом. But also I didn't have any solution in this time. Но в то время у меня не было никакого решения. And in a classical business, the let's say Balticum was a little bit too small for me. И в классическом бизнесе, если говорить про Прибалтику, то это такой небольшой совсем масштаб для меня. I made a decision to move on a bigger market in US. И я принял решение переехать в более большую страну, на большой рынок Америку. So I sold everything what I had. Я продал все, что у меня было в Эстонии. I said to my family, let's see after a couple of years. Я сказал своей семье, увидимся через пару лет. And I was flying away. И я улетел в Америку. After 3 months in US, через 3 месяца в Америке my business partner from Latvia, our next country, мой бизнес-партнер из Латвии, наш сосед, потому что Латвия соседствует с Эстонией, he said that he have a business proposal for me. Он сказал Мартину, что у него есть бизнес-предложение для Мартина. But I was not interested. Но я абсолютно не был в этом заинтересован. Because I was selling everything and my focus was, to start a business in US. Потому что я же все продал, и мой фокус был начать большой бизнес в Америке. But, he was my business partner, so I was thinking I will just listen him, will say thank you and move on. Но так как все-таки это был мой бизнес-партнер, то я решила, окей, я дам ему шанс, я просто его выслушаю и скажу ему спасибо. So we had a Skype call. У нас был Skype вместе с ним. He explained me the business concept. И он мне объяснил бизнес-концепцию. He was not good in this.
Но он абсолютно не был хорош, скажем так, в этом деле. But there was something what catched my attention. Но что-то все-таки меня зацепило. Because I was entrepreneur, you know. Потому что все-таки я предприниматель, я открыт. And I realized, okay, companies will get more turnover, people are saving money, and there is somebody who is earning money. So I was like, okay. Я все-таки понял самое главное, что компании повышают обороты, простые покупатели экономят деньги, и кто-то может на этом зарабатывать. То есть, в принципе, интересно. But he just started the business. Но он, этот парень из Латвии, он только всего лишь начал этот бизнес. And I say to him that, you know, I have been so long in a classical business and I don't want to invent something anymore. И я сказала ему, что ты знаешь, я очень долго уже в классическом бизнесе, и я не хочу ничего изобретать больше. And I say, if you find somebody who is successful already in this business, then, you know, we can move on a little bit. И я сказала ему, окей, если ты мне приведешь человека, который уже достиг в этом бизнесе успеха, то давай, я тогда выслушаю еще раз, мы можем двигаться, посмотрим. And after some days, he fixed me a Skype call with one person who is called Karl Drimbacher. И через несколько дней этот латыш организовал Мартину встречу с человеком по имени Карл Дринбахер. So who was in this day level 6? На тот момент Карл был на карьерном уровне 6. I would say already quite decent income. Я бы уже сказала, достаточно приличный доход. And the call was approximately 30 minutes. И этот звонок был максимум 30 минут. So we was not talking about so much about the business. We was just wanted to know each other a little bit. То есть мы особо не разговаривали о бизнесе, мы просто знакомились, то есть разговаривали друг с другом о жизни. But I will never forget how he ended the call. Но я никогда не забуду то, как он закончил этот разговор. He said, Martin, Он сказал мне, Мартин, I will start this business, so let's say like on it, this business in Estonia. Я в любом случае начну этот бизнес в Эстонии. And it would be nice if we can do this together. И будет здорово, если мы будем делать это вместе. Because you have the contacts. Потому что у тебя есть контакты. And I have the knowledge. И у меня есть знания. But even if you don't start with me, no problem. Но если ты не начнешь со мной, абсолютно нет никаких проблем. I will go anyway. Я в любом случае туда поеду. Just know one thing. Но запомни одну вещь. Finally, when you come back from US to just visit your parents, В конце концов, в тот момент, когда ты приедешь из Америки для того, чтобы посетить свою семью, then you will see that your parents will have this card, то ты увидишь, что твои родители будут с этой картой, your sister, твоя сестра, your friends, все твои друзья and everybody who you know. и абсолютно каждый, кого ты знаешь. And every time when they swipe the card, И каждый раз, когда они будут использовать карту, I, Karl Drimbacher, я, Карл Тренбахер, earn money from this here in Austria. буду зарабатывать со всего этого оборота, находясь здесь, в Австрии, End of my life. до конца своей жизни. Passively. Пассивно. And the call was over. И разговор на этом оборвался. And I was just sitting behind the computer like this. И Мартин вот в этой позе сидел перед компьютером, смотрел на этот экран. And I was thinking what happened just now. И я думала, боже, что только что произошло? And I was thinking how crazy it was now. Насколько это просто безумие, то, что сейчас произошло. To know this kind of information at the beginning. Знать такого рода информацию в самом начале, на самом старте, Before all the others. перед тем, как другие об этом узнают, And not to use it. и не использовать этот шанс. And somebody from Austria will just come and do it and earn money end of his life. И кто-то из Австрии просто приедет, сделает это и будет зарабатывать до конца своих жизней. And he even don't know nobody in my country.
И он, на самом деле, даже не знает никого в моей стране. And I was like, okay, this changed a lot. И я тогда подумал, да, это меняет ситуацию. Because how I can live when I see that my sister is shopping and somebody is earning money from this, and not me. И как я могу жить, зная, что моя сестра просто пользуется картой, кто-то на этом зарабатывает, но не я. So I was sitting down, taking the paper, and started to put pluses and minuses about my ordinary business and life on it. Я тогда взял листок бумаги и начал записывать плюсы и минусы для того, чтобы понять, что дает Lyconet, что дает мой классический бизнес. Because I needed to make a decision and fast. Потому что я понимал, мне нужно принять решение и очень быстро. But actually there was only one thing what I needed to realize. Но на самом деле всего лишь одну вещь я должен был осознать. In classical business, I can continue after 5, 10, 15 years. There is still a fight. Nothing has changed. Классический бизнес я могу продолжать или делать и через 5, 6, 10 лет. На самом деле ничего там не изменится. But in Lyconet, after 5, 10, 15 years, the country is done. Но в Lyconet через 5, 10, 15 лет все будет сделано. Страна сделана. Because you cannot register people twice or again. It's shared. It's over. Потому что ты не можешь зарегистрировать одного и того же человека 2 раза. Все, это уже поделено, это уже сделано. Закончен бизнес. And there it was. I was like, blin. So, блин не переводится. Я подумал, блин. I bought a plane ticket back to Estonia. Я купил себе авиабилет обратно в Эстонию. And started to fly back. И полетел обратно домой. And there was only one thing what I was thinking all the way back. И всего лишь об одном я думал весь полет обратно домой. Because I remember when Carl said to me, Я помнил, что Карл мне говорил, when the market will be shared, когда рынок будет поделен, then one ordinary shopper will bring you approximately up to €1 in a month. он сказал, Карл, что когда рынок будет сделан, то каждый покупатель примерно будет приносить тебе в карман 1 евро. So I went to the internet and I started to look, okay, who is the biggest, let's say, loyalty program in Estonia? How many cards they have issued? Я зашел в интернет и начал смотреть, какая лояльная программа в Эстонии выдала больше всего карт. And I found it out. It's one grocery store and they have handed out 600,000 cards. И я увидел то, что одна сеть продовольственная в Эстонии выдала приблизительно 600 тысяч карт. But our card starts to work everywhere. So this means that we can bring bigger numbers. И я подумал, логически, то, что наша-то карта будет тогда работать везде, не только в продовольственном магазине, то есть, значит, мы можем достичь более высокой цифры. So all the way back, I was just thinking, one card brings you €1 and we are able to hand out 600,000 cards and nobody knows about this business yet. И мой подсчет был очень простым. То есть, если одна карта 1 евро, значит, если выдать 600 тысяч карт, то это мега огромные деньги, и никто еще пока об этом не знает. This was a huge motivation for me. Это была огромная мотивация для меня. And I was thinking, even if I'm able to catch, let's say, 20 or 30,000, shoppers, and they are happy, I'm also happy. Я даже подумал, даже если у меня будет 20 или 30 тысяч простых счастливых покупателей, они счастливы, и я тоже буду счастлив. But of course, we are a little bit more hungry. Ну, конечно же, мы намного голоднее. So when I arrived back, когда я приехал обратно в Эстонию, I was 99.99% sure about this business. Я был уверен в этом бизнесе на 99,99%. Because I had just one Skype call with one guy from Austria who I saw one time. Потому что я на самом деле имел только один звонок, один скайп-звонок с одним человеком, которого я видел только в онлайне один раз. So I knew that I need 100% confident to start. Но мне нужно было для старта именно 100% для того, чтобы запустить бизнес. So I was calling to my business partner in Latvia and asking, okay, do you have office there? Я позвонил своему бизнес-партнеру в Латвии и спросил, у вас офис-то есть вообще там в стране? He said yes.
Он сказал да. And next day after I arrived, I drove to Latvia. И на следующий день после своего приезда из Америки я поехал в Латвию. I went in the office, Я пришел в офис, made many pictures, много фотографий наделал там, was touching the people in the office who was working there, that it's real. трогал этих людей, которые работали в офисе, чтобы понять, что это реально. And when I saw that there was so many people coming in the office and buying the flyers to register shoppers, И когда я увидел большое количество людей, которые приходили в офис для того, чтобы покупать флаеры для регистрации людей, because we didn't have any online registration back then, потому что в то время не было никаких онлайн-регистраций, I said, okay, now all in, I'm sure. в этот момент я сказал, все, теперь по полной, all in, я полностью уверен. I called to Carl. Я позвонил Карлу, I asked, okay, what I need to do. и я сказал ему, окей, что мне нужно делать? I'm ready. Я готов. He said, it's very simple. You make level 2 and then I will come to Estonia and I will explain you what you need to do. И он сказал мне очень просто. Тебе нужно сделать уровень 2, и тогда я прилечу в Эстонию и объясню тебе то, что тебе нужно делать. I was asking, okay, but what is level 2, what this means? Я тогда его спросил, окей, а что такое level 2? Что мне нужно делать для этого? He said, this means that you need to collect 10,000 points. Он сказал, это значит, что тебе нужно сейчас собрать 10 тысяч шопинг-пунктов. And I was like, okay, but what are those points? How I will get those points? Я спросила, окей, а как мне эти пункты получить? He said, you need to find 5 people who will send everybody 2,500 euros to Austria. Он сказал, что все просто, тебе нужно найти просто 5 человек, которые по 2500 перешлют в Австрию. And I was like, aha, now it went very interesting. И тогда я понял, ясно, теперь будет очень интересно. But I was not focusing what I need to give. I was focusing, what is possible to achieve in this opportunity. Но я фокусировался не на то, что мне нужно отдать, а на то, что я могу здесь достичь. So then I was meeting differently or separately with my best 5 friends. И тогда я встретился со своими лучшими 5 друзьями. I was explaining, hey, there will be one card, everybody start to use it, everybody are happy, and we will earn money. И я объясняла очень просто, что у всех будет эта карта, все будут использовать, все будут счастливы, и мы будем зарабатывать благодаря этому обороту. Business is 2,500 euros. Бизнес стоит 2500 евро, And I will do it. и я это сделаю. One card brings you approximately 1 euro when the market is totally shared. Одна карта приносит приблизительно 1 евро, когда рынок поделен. Potential is 600,000 cards. Потенциал у нас 600 тысяч карт, And now we have 0 users. и на сегодняшний день у нас 0 пользователей. So make your mathematic. Так что посчитайте, все очень просто, математика здесь проста. How much you want to get. Сколько ты хочешь получить? And I went. И я уходил со встречи. So I was not inviting people. То есть я не приглашал людей в бизнес. I was saying what I will do. Я говорил, что я буду делать, Where I will go. куда я иду. But as they was my best friends, Но так как это были мои лучшие друзья, and they knew me in the past already, и они уже знали меня из прошлого, then everybody started with me. то абсолютно каждый присоединился и начал со мной. Then I was calling back to the Carl. Когда я позвонил обратно Карлу, I said it's done. я сказал, сделано. He was a little bit shocked. He was asking, what is done? Он был шокирован и спросил, а что сделано? I said, level 2 is done. И я сказал, уровень 2 сделал. He said, okay, I will book my flight tickets and I will come and explain the business. Тогда он действительно сказал, я возьму билет, я прилечу, я тебе объясню, как делать бизнес. So Carl came to Estonia for 1 week. Карл прилетел в Эстонию на 1 неделю. And my only goal to him was that I needed to put all this week full of meetings. И единственная цель, когда Карл прилетел, у Мартина была забить каждый день встречами для Карла.
every day minimum 8 meetings. Минимум 8 встреч в день. But then the meeting was approximately 1.5–2 hours. Но тогда встречи проходили приблизительно 1,5–2 часа на каждую встречу. And remember, the only way how it was possible to join was 2,500 euros. И напоминаю вам, единственный способ, как можно было начать в то время бизнес, это 2500 евро. 8 years ago. 8 лет назад. And also Carl said to me, И Карл также мне сказал, if there will be a tühimik või paus, short break between the meetings, и Карл сказал, когда будут у нас короткие встречи, короткие паузы между встречами, if you don't produce maximum meetings to me, если ты не произведешь для меня максимально встреч, I go outside, will take a taxi driver, я пойду на улицу, возьму любого таксиста and build a new team here in Estonia. и построю новую команду в Эстонии. So I was so afraid to lose the market share Я настолько боялся потерять свою рыночную долю, that I almost killed Carl with those meetings what I was putting. я в прямом смысле убивал Карла встречами, потому что забивал их до отказа. And after 1 week he left. И через неделю, когда он уехал, And every meeting what we had, I was sitting next to him and writing everything down what he was saying. каждую встречу, которую Карл проводил, я сидел и в прямом смысле слова конспектировал каждое слово. Because I wanted to learn. Потому что мне хотелось учиться. And I knew that he will be away after 1 week and then I'm alone. И я знал, что через неделю он уедет, и я останусь совершенно один. So after that, I was going through all the notes, putting together the presentation, you know, how to start, how to end, all these things. То есть, когда Карл уехал, я тогда начал работать со всеми материалами, составлять презентации, как начать, как закончить. And then I started. И тогда я пошел по полной программе, начал. To start many meetings with my team. Я делал огромное количество встреч с командой. And it was not so easy, let's say. И это абсолютно не было легким путем. Because best friend believes you. Потому что лучший друг, конечно, тебе верит. But finally you have there so many people. Но в конце концов вокруг тебя столько людей. And everybody was saying, yeah, the concept is nice. И большинство людей говорили, да, концепция интересная. But how many, you know, partner companies you have in Estonia? Но сколько у вас партнерских предприятий в Эстонии? And the answer was at least simple, 0. И очень простой, конечно же, ответ был 0. How many shoppers? А сколько у вас покупателей, потребителей? 0. 0. Office? А офис? Also not. Тоже нету. But at least maybe you can give me something to read. Но, может быть, в конце концов, ты мне хоть что-то почитать дашь? Also not. Тоже не могу дать. Because it's a vision. Потому что это визия, видение. So let's say there was not so many people who wanted to start with us, because even when there was some people who said, okay, let's try. То есть хочется мне сказать, что не было очень просто, так как многие люди не хотели или пытались просто сказать, ну, попробовать можно. And when you said, okay, but before start, you need to send 2,500 euros to Austria. Но когда тебе нужно было говорить, что перед тем, как ты хочешь начать, тебе нужно послать 2500 евро в Австрию. Here is the number where you need to send it. И здесь банковский счет, куда тебе нужно эти деньги переслать. And invoice you will get later. И инвойс тебе придет намного позже. Then most of the people said, let it be, we will wait, you know, when you start. Ну, тогда большинство людей в конце концов говорили, ладно, давай подождем, вот когда вы начнете, тогда. And of course I understand those people. И, конечно, абсолютно легко понять таких людей. In some point you have to be a little bit crazy to start in this point. То есть в какой-то момент, или можно сказать, что тебе нужно быть немного сумасшедшим, чтобы начинать именно тогда, когда ничего нет. And we had a goal that we need to gather 300, let's say, premium marketers, and then we will open the office. И цель от компании мы получили. То, что у нас должно быть в команде порядка 300 человек в статусе премиум маркетер, и тогда офис только будет открыт для нас.
And of course, you know, we was screaming that after 2 months we will open the office because, you know, we are thinking big. И, конечно, так как мы думали по-крупному, мы кричали, что уже через пару месяцев у нас этот офис будет. But after a couple of months, we didn't open the office. Но через пару месяцев, к сожалению, мы не открыли офис. Because we was not able to gather, you know, needed number. Потому что через 2 месяца у нас не было поставленной цифры достигнуто. And you know, then it started when people started to say, okay, it's a scam, you know, they promise, but nothing is happening. И тогда в этот момент, конечно, представьте, люди переставали верить, думали, что, наверное, это схема какая-то, развод, так как они обещали и не сделали. Then we said, no, next month. Тогда мы, конечно, говорили, ну не переживайте, в следующий месяц будет. But we was not so fast, so we was not opening also in the next month. Но так как мы не были такими быстрыми, и через месяц у нас ничего не было открытым. And again, more negative people was coming. И, конечно же, еще больше негативных людей появлялось тогда у нас. Also, people inside our team was already, you know, maybe it's a really scam. То есть даже люди, которые уже с нами были в команде, уже начали сомневаться, думали, может быть, это точно какой-то схема развод. But still, we had, you know, really strong visionary people in the team who didn't, you know, stop, and we was just pushing until we gathered the number and opened the office. Но, к счастью, в нашей команде были те сильные, мощные визионеры, которые, несмотря ни на что, продолжали двигаться, и в конце концов мы достигли цифры для того, чтобы офис был открыт. But 6 months later, what we was planning. Но через 6 месяцев, говоря о той первоначальной дате, которую мы планировали. And of course, when we look results now, ну, конечно, если посмотреть на результаты сегодня, all those people, you know, who didn't give up at the beginning, you know, they are in a high career levels now. те люди, которые не сдали с самого начала, все эти люди на сегодняшний момент находятся на высоких карьерных позициях в нашем бизнесе. But now the business started because we was able to bring in partner companies and register the customers. Но именно с того момента, как у нас был открыт офис, мы имели право подключать уже партнерские предприятия и регистрировать потребителей. And also Carl still was visiting us every month. И Карл также регулярно ежемесячно посещал Эстонию. To support us. Для поддержки. So he came to us. То есть он приезжал. And said, Martin, you are the last team in the countries what is open. И каждый раз, когда он приезжал к нам, он говорил: Мартин, твоя команда самая медленная из всех команд, которые существуют в мире. Regarding results. А скажи, пожалуйста, куда мы на дачу едем или домой? Говоря про результаты. Секунду, выключу. Я спрашиваю тебя. Секунду. Yes. So, and I was thinking, you know, we are giving 100% from us, and we are the last team. So how is this possible? И Мартин говорил Карлу, как это может быть возможно, что мы отдаем от себя 100% всего, что у нас есть, и мы до сих пор самая последняя команда. So he left. И каждый раз, когда он уезжал, I was gathering my team. Я собирал опять всех своих членов команды. I said, okay, I know that we are working like animals, but, you know, we need to give more. Я знаю, ребят, что мы работаем с вами как сумасшедшие, но нам нужно еще больше от себя выжимать. Because we cannot be the last one. Sorry, you know. Потому что мы не можем быть с вами последней командой в мире. And we started to work more. И мы еще больше работали. Next month, Carl came again. Каждый раз опять, в следующий месяц приезжал Карл. He said, good work. Говорил, молодцы, нормально работаете. But still last one. Но вы все еще последняя команда и медленная во всем мире. I was like, how is this possible now? Я не мог представить, как это возможно. I was gathering again my team. Я снова собирал команду. I said, okay, we need to change the strategy. Нам нужно с вами менять, ребят, всю стратегию. This means that we need to work even more. Нам нужно работать еще больше опять. And third month, Carl came again.
И следующий месяц, когда Карл приехал, he said, okay, numbers are growing, everything is good. говорил он, да, ничего, нормально, цифры растут, хорошо, Still last one. но вы все еще продолжаете быть самыми последними. So end of the day, we was giving 100,000% of us. То есть, в конце концов, мы от себя выжимали 1000%. Really, we was working really like crazy animals. Мы работали просто как животные, просто как лошади. And then there was our yearly huge sensation. И ровно через год наступил огромное такое сенсационное мероприятие наступило в нашем бизнесе. Event in Austria. Это было мероприятие в Австрии. There was 12,000 people, I think, yes. Примерно было 12 000 человек на этом мероприятии. This was unbelievable event. Это было мощнейшее мероприятие, просто огонь. So we were sitting with our team and looking around on the inside the hall. То есть мы сидели с командой, наблюдали всю арену, все, что происходит. So everybody was sitting, you know, hästi koos üksteisega tihedalt next to it. Каждый сидел друг с другом очень-очень близко рядом, то есть прямо напичкана арена была людьми. We have everybody their own chair and food and everything. А у нас, у эстонцев, у каждого кресло было, и даже отдельный лаунж с едой и с напитками. And then this was the first sign, was thinking like, you know, why we have this comfort seats and food, you know, strange. И первое, Мартин подумал, интересно, а почему у нас по-другому тут какие-то диваны, какая-то еда тут стоит, у других этого нет? And when there was a pause, I met our company owner, Hubert. И когда был перерыв на мероприятии, то Мартин встретился с Хубертом Фрайдлом. And Hubert asked, okay, how you like the small gift to your team? И Хуберт спросил Мартин, ну как тебе нравится подарок, который я сделал для тебя и твоей команды? I said, of course, thank you so much for this, you know. Я, конечно, сказал спасибо тебе большое за это. But in the same time, I was thinking, why a gift for the last team, you know? It's a strange company. Тогда я подумал, интересно, как он мог сделать подарок самой последней медленной команде в мире? So, and end of the event, when there was a honoring. И в конце уже мероприятия, когда происходило награждение людей, And when half of the stage was full of people from our team, и когда на сцене больше половины находилось людей именно из команды Мартина Мандера, then everybody was a little bit confused. то большинство людей было немного смущено. You know, last team. Последняя, самая команда в мире. And then when Hubert was inviting on the stage a person who was the only one who achieved a president's title. И тогда, когда Хуберт Фрайдл со сцены пригласил человека, единственного в мире в том году, который достиг президентского уровня, And I was the only one. и Мартин понял, что я и есть тот самый единственный в мире один человек. Thanks to my team, of course. Конечно же, благодаря моей команде. Then we understand what kind of game Carl was playing with us. Тогда Мартин и мы поняли, в конце концов, какую игру Карл с нами затеял. Because 8 years ago, our company was not in social media. Потому что 8 лет назад наша компания не была в социальной медиа вообще. So we was not able to, you know, check what is happening in other countries. То есть мы абсолютно не могли даже представить и проверять, что творится в нашей компании в других странах. So we made history in the company. Мы сделали историю во всей корпорации. And we learned a very huge, valuable lesson. И мы выучили или изучили самый ценный урок. Thanks to Carl. Благодаря Карлу. What your mind can believe, your body can achieve. Что твое мышление может, во что твое мышление может верить, то твое тело может достичь. Because it doesn't matter what you have achieved now or how much you are working now. Потому что не важно, что ты достиг сейчас и сколько ты работаешь именно сейчас. You can do it 1,000 times more. Ты можешь на самом деле делать в 1000 раз больше. You just don't believe it.
Ты просто не веришь в это. Because if Carl would say that we are the first at the beginning, Потому что если бы Карл сказал в самом начале, что мы первые, we would stay on our laurel. мы бы просто пожинали свои успехи, потому что считали, что мы молодцы. But thanks to him, we was pushing. Но благодаря ему мы постоянно находились под прессом, под давлением. And actually, this was a turning point to everybody in our company. И на самом деле для каждого в нашей корпорации это был как изменение игры, правил игры. Because many presidents are telling now later Потому что на сегодняшний день другие президенты из других команд говорят, that after that many teams started to work. Что многие их команды из других стран благодаря этому результату и примеру начали работать. Stopped complaining. Перестали жаловаться. Because all the leaders after this event was gathering the teams. Потому что все лидеры после этого мероприятия собирали свои команды. And said, we are in a country where we have population 10 million people, 20, 50 million people. И говорили своим ребятам, что мы в стране, где 10 миллионов человек, или 20 миллионов человек, или 50 миллионов человек населения. And you say it's not possible. И вы говорите, что это невозможно. And now they opened the smallest country. И вы посмотрите, самая маленькая страна, которая открыта. 1 year a president. В Эстонии всего лишь за 1 год президент. Half of the stage full of other levels. И полсцены полные другими карьерными уровнями из этой команды. And we are crying with 50 million people. И мы тут сидим и плачем с 15 или 50 или 15? 50 million. И мы тут плачем, сидим с 50 миллионами человек населения. So people started to believe and many teams started to work like hell after that. То есть действительно люди поверили и начали после этого работать как сумасшедшие. So that's why I would say, you know, there is only just one thing to success. Поэтому я бы хотела вам сказать, что только есть одна вещь для успеха. There is no better, let's say, recipe for this. Нету лучшего рецепта для этого. For success, this is the massive action, nothing else. Для успеха всего лишь необходимо массовое действие, не больше ничего. Because through this you gain experience and skills. Потому что через это ты можешь получать опыт своим умением. To be a better team leader, to grow your team, to grow leaders. То есть ты можешь быть лучшим лидером, ты можешь помогать другим лидерам расти и вообще в целом помогать росту. And this is the only way. И это единственный абсолютно путь. And now, if you think in which position you are now, the timing today where you sit now. И если вы сейчас вдумаетесь, в какой позиции вы находитесь вот этот сегодняшний день, And what brings the next 6-12 months? И что вы можете получить в течение следующих 6-12 месяцев? And I can tell you what this brings. И я могу сказать вам, что это может вам принести. There is no question, there is no question that we will do again something what nobody else have seen before. Я могу вам сказать, что мы можем сделать, что еще никто никогда не видел. And I'm not talking about that we will do something what nobody have seen inside our company. И я могу сказать, что мы можем сделать не просто, что никто не видел внутри нашей компании. I'm talking about in network marketing history. Я говорю, что мы можем с вами сделать что-то, что еще никто не видел во всей индустрии сетевого маркетинга. And this will happen 100%. И это 100% случится. But this time we will never get it back. Но это время мы никогда не вернем обратно. So the question is just how much effort you are putting in now in the next 6-12 months. То есть сейчас единственный вопрос, насколько вы себя инвестируете в эти 12 месяцев. And if you are ready really to give everything from your side, Если вы готовы полностью от себя отдать все, and you would ask from me, okay, Martin, but what would be the number one thing what I need to do now? и если вы спросите, окей, Мартин, что нужно мне делать, что бы ты сказал как единственное правильное действие, Then my advice today is,
то мой совет вам на сегодня: the winner is выиграет тот, who brings the most of the people in our sensation on 26. кто приведет больше всего людей на наше онлайн-мероприятие Sensation 26 сентября. This is the easiest way today for you to build your business. Это самый простой способ на сегодняшний день для тебя построить твой бизнес, Where others are doing job for you. когда другие будут на тебя на этом мероприятии работать. And again, you will never get back this timing and this moment where we are now. И опять, вы никогда не вернете этот момент, если вы не воспользуетесь им сегодня. And please, И, пожалуйста, even if you start today, если вы даже начали сегодня, think big. думайте по-крупному. If you start today, Если вы начали сегодня, and you say, I will bring 100 people to the online sensation, и сказали себе: окей, я приведу 100 человек на онлайн Sensation, this number you can catch if our event will be tomorrow. эту цифру вы могли бы достичь, если бы это мероприятие было завтра. Everybody are so connected through the internet and social media. Ведь каждый соединен с другими людьми через социальную медиа, через интернет. To get people behind the computer in the evening when they are drinking coffee. Получить людей за компьютером, сидящими, пьющими кофе. So this is the easiest thing. Это очень легко, это самое простое. So new person who is starting today, Каждый новый человек, который сегодня начинает бизнес, this number should be minimum with 4 digits, yeah? эта цифра должна для вас состоять минимум из 4 цифр. And if you think big, there will be big results. И если вы думаете по-крупному, то будет большой результат. Thank you. Спасибо вам. Thank you, Martin. Thank you so much. Really, wow. Every time I listen to your story, I have goosebumps. Я просто говорю, как каждый раз, когда я слушаю Мартина, эту историю, у меня постоянно волосы стоят дыбом. Действительно, это не может оставить равнодушным. Do you want to say something? Yes, actually, if I will post today in my story homepage where is written my story a little bit more information. If somebody wants, can read it, you know. Сегодня Мартин поместит свою историю, поэтому вы можете сегодня прочитать то, что он поместит. Он немножко хочет дать миру свою историю сегодня узнать. Так что следите за его аккаунтом. Thank you so much. Давайте отпустим тогда Мартина и попрощаемся друг с другом, потому что я думаю, что сегодня вы узнали самое главное, что, опять же, то, в каком времени вы находитесь, это самое большое для вас преимущество. Поэтому, пожалуйста, не пытайтесь искать оправдания, не пытайтесь искать, сравнивать с другими странами. Поверьте, вы сейчас находитесь в преимущественном времени, у вас есть все для того, чтобы стать номером 1, и, как сказал Мартин Мандера, даже не просто в нашей компании, а во всей сетевой индустрии. Поэтому фокусируйтесь на то, с чего мы сегодня начали. Мероприятие, мероприятие и еще раз мероприятие. Чем больше людей вы приведете, позовете, пригласите 26.09, от этого будет зависеть ваша рыночная доля, успех вашей команды, ваш персональный успех. От этого будет зависеть, насколько большую и мощную историю мы напишем. Так что спасибо вам большое. Сура, Тенут, Мартин, thank you so much. Let's do it together. Bye. Thank you so much. Спасибо большое вам, ребят. Спасибо Мартину. Я тоже со своей стороны хочу сказать, так как у меня буквально самолет скоро, мне уже нужно уходить и улетать. Я думаю, что не нужно ничего здесь добавлять. В любом случае, вы все прекрасно знаете, у вас есть сейчас фокус, обязательно пообщайтесь со своими менторами, со своими наставниками, как сделать таким образом, чтобы как можно больше людей 26.09 было из вашей команды на этом мероприятии. Используйте этот момент, используйте и, идя по совету Карла Тринбахера, его же Мартина Мандера, давайте не будем друг друга перехваливать слишком много. В любом случае, все равно поздравляю вас с достижениями предыдущего месяца, но теперь поверьте, что это только начало, и это не предел. Это только первые ваши шаги. Но вы сделали очень мощный шаг, поэтому продолжайте в этом же духе и покажите, как я люблю это говорить, задние фары своих Феррари всем. Поэтому хорошего вам дня,
Супер вам достижение в сентябре месяце. Не теряйте ни одного дня, потому что время, к сожалению, это самый дорогой ресурс и невозвратимый ресурс. Поэтому используйте все, что у вас есть на сегодняшний день. И я с огромным вам почтением хочу сказать, что Россия, Беларусь, Украина, Казахстан и другие страны СНГ покажут историю на этой планете. Все вместе. Так что together we are strong. Не забывайте об этом, поддерживайте друг друга, верьте в себя, не верьте в компанию. От меня все. Пока, ребята. Спасибо, Олеся, тоже.